Далеко на Урале жила довольно игривая и неугомонная кошечка по имени Мурка. Она любила детей и радостно мяукала при виде людей. Но в один день все изменилось. Вся большая семья, включая неугомонную кошечку, отдыхала на даче в деревне. Но вот пришло время возвращаться. Пока грузили вещи в машину, забыли прикрыть ворота. В этот момент от сильного порыва ветра калитка забора резко хлопнула, и от испуга Мурка куда-то рванула. Ждать ее не стали, и, как многие люди, просто уехали, оставив кошку где-то в морозной зиме. Кошка спустя час вернулась к дому и не обнаружила своих хозяев. Она оббежала все вокруг, но никого не нашла. Рядом проживала семья пьяниц. Они заметили скитающуюся вокруг кошку и решили ее забрать. Накинув на шею кошки веревку, притащили ее к дому. Там ее посадили на короткую цепь, без укрытия и подстилки. Кошка мяукала и кидалась, только при одном их движении. Ее мяуканье мешало им философствовать, и в Мурку летело все, что было под рукой. Когда им становилось скучно, они долго дразнили кошку едой, отставляя миску далеко, чтобы на своей короткой привязи она не смогла достать до нее. Первое время она пыталась вырваться изо всех сил, но звенья цепи больно врезались в шею, и она смирилась. В один из таких мучительных дней хозяин решил отработать на ней броски дротиков. Он много мазал, но и попадал. Мурке было очень больно. Только стоило ему подойти их собирать, как кошка кинулась на мужчину, вцепилась острыми зубами в руку. Она рассвирепела, сорвалась с цепи и бросилась на мужчину. Он нашел кирпич и стал отбиваться. Освободившееся животное не стало ждать и сбежало через открытую калитку. Нужно было бежать и подальше. Только это было в голове у кошки. Съев что-то на местной помойке, она вышла на трассу, и теперь весь ее путь на 100 километров состоял только из длинной полосы асфальта. Казалось бы, что может пойти не так. Все ужасное уже случилось. Она долго шла, спала на обочине и ела то, что найдет. Она не понимала, почему ее бросили, почему делали так больно и что будет дальше. Примерно на половине пути, спустя несколько дней странствий, голодная и холодная кошка тихо волочилась по трассе. Лапы застыли, подушечки стерты в кровь и воспалены. Что-то виднеется и сильно шумит. Быстро приближается, наверное, очередная безразличная машина, подумала Мурка. Вдруг неожиданно яркий свет фары врезается в глаза, несется фура и слегка заезжает на обочину. Кошка не успевает опомниться, как машина сносит животное с пути. Жесткий глухой удар маленького тельца о железо, и кошка отлетает в кювет. Жгучая боль пронзает беззащитное тело. Фура уносится, оставляя лежать кошечку на снегу, выделяя ее лишь капельками крови. Лапы не чувствуются, как только кошка начинает подниматься. Боль простреливает позвоночник, и она снова падает в свою снежную могилу. Никто ее не видит. Машины проезжают, лишь слезы катятся из добрых глаз. Около 10 часов она лежала в сознании. Ей больно и холодно. Шум смешивается в голове. Силы покидают, и она засыпает. За день до Нового года Алексей ехал на машине по той самой трассе, домой с кучей подарков, когда решил остановиться, проверить, не забыл ли он бумажник в торговом центре. И пока рылся в сумке, заметил в кювете что-то странное и решил на всякий случай проверить. Это оказалось животное. Оно было слегка запорошено снегом и на вид не подавало признаков жизни. Было непонятно, что оно тут делает, довольно далеко от цивилизации. В следующую минуту он увидел кровь и понял, что животное сбили. Проверил, кошка еще была жива, тяжело дышала, но на движение и прикосновение не реагировала. Значит, сильно замерзла. Он не смог оставить ее, осторожно взяв на руки, Алексей понес Мурку в машину и мигом помчался в ближайшую ветеринарную клинику.
Кошка в пути чуть отогрелась и начала очень тихо мяукать, словно рассказывая о всем, что с ней произошло. Мужчина лишь бессознательно успокаивал бедное животное. «Скоро все будет хорошо». В ветеринарной клинике все были удивлены. После осмотра они сказали, что в таком состоянии кошка пролежала не меньше 3 дней. Это всех ужаснуло, и надо было принимать решение — усыплять или бороться за нее. За это короткое время Алексей очень проникся к ней и решил, что это его новогодний подарок. Семья согласилась, и они стали спасать бедняжку. Новый год встречали в больнице, ни на минуту не бросая Мурку. Шло время, она потихоньку восстанавливалась, и ее выписали. Уже через полгода Мурка весело резвилась в своей новой любящей семье, которая спасла ее от верной смерти. Все шло хорошо, и вот в семье образуется пополнение. Дома появляется малыш, кошка, как вторая мама, всегда находится рядом и норовит везде залезть и помочь. Тихой лунной ночью весь дом сладко спал, малыш был в отдельной комнате. Вдруг кошка что-то почувствовала и проснулась. В это время ребенок запутался в одеяле и начал задыхаться. Он никак не мог распутаться в силу своего возраста, и его практически не было слышно. Малыш борется, но ничего не получается. В панике он еще больше запутывает себя. Мурка это почувствовала и с диким мяуканьем понеслась в комнату родителей. Ничего не понимающие взрослые не торопились вставать. Тогда кошка попыталась поднять маму за ночную пижаму. Когда взрослые, наконец, встают, кошка сидит у двери мальчика и дико мяукает. Перепуганные родители несутся в комнату к малышу. Ребенок уже не мог кричать, мама быстро его распутала и помогла ему отдышаться. Кошка перестала мяукать, но все еще переживала, не могла найти себе места. Отец вызвал скорую, и через некоторое время врачи осмотрели ребенка. Никаких серьезных повреждений нет, и уже можно было не беспокоиться. После ухода врачей Мурка успокоилась и уселась рядом с малышом, положив морду рядом с ним. Глядя на эту картину, отец не смог сдержать слез. Вот так, когда-то спасенная им жизнь спасла самого ценного человека в его жизни.